Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, сегодня у нас очередной обзор танков, наш любимый игры «Мир танков» от Leslie Games. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ, штурмовая, американская, 9-го левела, Т-95, проходная прокачиваемая ветка, куча брони и мускул, которые мы сегодня с вами будем изучать. И, конечно же, начнем с бронирования. Go! Итак, коллижная модель наш Т-95, ну и давайте начнем. Да, у нас тут, в принципе, рубка, но есть такое вот разделение, да, основной рубки, я ее называю НЛД, а как ее еще назовешь? И здесь у нас, конечно, ну, слезы сказать нельзя, как для 9-го левела 255 говорит о том, что большинство тяжелых, средних танков на обычном типе снаряда вас сюда даже-то и пробивать не будут, только голдой. Касаемо основной рубки, 332, 350, 400, 487, 400, 305, ну короче все зашито, все круто, да. Здесь у нас надгусеничные полки, они тоже под углами, и здесь у нас рикошет и 412. Здесь 500, но есть вот такие интересные моменты. Да, я вот, честно говоря, каждый раз смотрю эту коллижную модель, у меня почему-то никогда особо и не получается сюда, ну, no damage, там насквозь пролет, да. Вот это пробивается экраны, что я тоже туплю, да, без урона, без урона. Ладно, маска орудия такая закругленная, да, пятак. Ага, 400, 400, 500, здесь 1000, ага, все, ясно. Лючок 234 и второй 235. Ну, во второй стрелять практически бесполезно. Он, ну, можно, конечно, он очень маленький. Гасить уж лучше сюда. Короче, либо НЛД, либо лючок. Лючки помягче, это надо понимать. Боковое бронирование 193, да, 193. Ну, танковать от борта мы, конечно, можем. Даже подставляем щеку, фиг пробьешь. Только смысл, потому что стрелять-то мы не сможем. Вот такое вот бронирование, да, НЛД, лючки. Так, с броней разобрались. Давайте смотреть орудие. У нас 8-й левел, у нас 10-й левел, и у нас еще одна 10-й левел. Что же нам на стоке дает пушечка 8-го? Нищая альфа в 320. Бронепробитие нищее. Короче, все очень плохо. Точность, нормальное время сведения, я бы даже сказал, комфортное, быстро заряжается. Но настреливать на этой ПТшке вот из этой пушки, это боль. Хотя бы сесть вот на пушечку вот эту 10-го левела со свободным опытом, зайти на эту ПТ-САУ 120 миллиметровка, хотя бы альфа 400 и пробитие нормально. Вот. Конечно же, нас интересует вот это орудие в альфу 750, бронепробитие конячее. Да, заряжается на стоке 19 секунд, 0.38 точность, сводится долго, да, но все-таки 750 альфа. На фугасах, господа, 950. Но пробитие на голдовом снаряде в 320 вполне хватает разносить всех в пух и прах. Обязательно качайте топовую рацию, будете передавать по засвету своему союзникам данные. Двигатель здесь очень важный момент. 780 лошадей против 670%, 15 подвижности даст. И топовая ходовая тоже очень важна, потому что на месте крутится. Она вообще еле передвигается, еле на месте крутится. Поэтому ходовая очень важный момент. Пусть здесь и небольшая прибавка, 4 градуса в секунду, но все же это много для нее. По полевой модернизации. Так, сохранению набор скорости. Так, лучше все-таки усиленную ходовую. Здесь смотрим по пушке. Разброс 0.37, а вот сводится долго. Я бы здесь рекомендовал бы качнуть вот этот момент. Точность такая, понятно, но сводиться будете комфортнее. Здесь к обзору, к незаметности после выстрела. Даже смешно смотреть на это. Запас прочь, защите от ранений, от времени заряжания.
М. А, Я бы ничего здесь не качал бы, на самом деле. Не хочется ничего портить себе. Ничего. Так, здесь однозначно ставим вторым слотом живучесть, когда вкачаете полевую модернизацию. Вот, по снаряжению как раз живучесть, видите, закалочка встает во второй слот. Досал, закалка, турбина. Все это очень нам нужно, и другое даже тут глупо что-то еще другое оборудование рассматривать. По снарядам. Основной ББХ, голда, подкол, осколочно-фугасный у нас Брабитин 90, но 950 альфа. Вот. Основной летит 870, достаточно медленно, а вот голда 1088, что вполне себе неплохо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. У нас 4 члена экипажа. Перки сейчас наблюдаете перед собой в табличке. Вот, давайте поглядим еще, что мы не успели с вами рассмотреть. УВН у нас маленький, минус 5, к сожалению. Запас ХП 1950, и это на закалке. Но, учитывая наше бронирование, в принципе, это достаточно много. По мобильности все плохо. 24 вперед, 12 назад. Чуть менее 10 лошадей на тонну удельная мощность. По незаметности даже смотреть тут нечего, ее просто нету. По обзору мы супер слепые. У нас меньше 400 метров, причем так на порядок. У нас, правда, командир на 100% не обучен на эту машину, минус 20 минут, было бы 392, что все равно очень мало. По плюсам и минусам машины. Броня сплошной плюс, отрицать это глупо. По обзору слепые. По незаметности мы супер заметные. По мобильности мы супер медленные. Это все минусы я перечисляю, да. По количеству ХП, конечно бы, накинуть бы ей хотя бы еще 200 ХП, очень бы часто это бы выручало. Как по мне, все равно маловато, учитывая геймплей, учитывая то, что мы штурмовые, могли бы, конечно, подбросить побольше ХП. По огневой мощи зато все у нас просто на отлично. Пробитие, альфа, скорость полета снаряда на голде, интересные фугасы у нас. Короче, как-то так. Ладно, предлагаю уже на этом монстре отправляться в бой, посмотрим, на что он, собственно, способен. Погнали. Так, господа, обзор боем Т-95. Штурмовая ПТСАУ американская 9-го левела. Проходная прокачиваемая ветка. Ага, у них есть Тартойс, конвей. Ща будем сравнивать. Я думаю, с Тартойсом мы с ВК склеснемся. Ну и да ладно. Едем вниз на воду. Сейчас проверим нашу штурмовую ПТСАУ. Насколько штурмовая. Походу я вниз один собрался. Такое себе. Хорошо арты нету, кстати. Это хорошо. Да, ВК вниз ползет. Будет ли она поджиматься, неизвестно. Вот это неизвестно. А меня вообще никто сзади не кроет. Ай-яй. Такое. Ну это очень плохо. Что-то никого.
О, ясненько. Здрасте. Не, а ты на что надеялся? Ух ты, в ЛД попал. Надо же. Ладно. Поползли дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чувствую, отметелят меня тут. А что это он делает? Я же говорил, отметили. Ну, победа в любом случае. 3К дали. Но я ехал один. Вы видите, меня просто куча танков начала сжирать. Невероятно хорошая ПТшка, крепкая броня. Пушка просто. Навел и выстрелил и убил, что называется. Просто огонь. Ну чё, не загрызете? Меня тут толпой загрызли, а вы концепта боитесь одного. Ну дают. Ладно, ребята, у кого есть Т-95, пишите свои комментарии. Как вам данная ПТ-САУ? Да, я знаю, многие любят, да. За броню, конечно. Да. Чё, Чарфутур на КД? Нет, не на КД. Красавчик. Настоящая штурмовая, медленная, бронированная, со штурмовой пушкой, по 5-бальной системе, твердая четверка. Вот, по оборудованию закалка, турбина, досл, тут другой ничего не поставишь. Поэтому круто. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал. Вот. Мы какое-нибудь там 5-е место хоть заняли. А, даже 2-е место заняли. Красавцы, мощные. Мощные ПТ, мощные мы.
Че, на ней можно особый геймплей, едешь себе так, пострюлькиваешь, всех убиваешь, класс. На самом деле научились ее убивать, что тут даже говорить, но в целом все равно броня, броня и броня. Ладно, до скорых встреч в новых обзорах, пока-пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.